Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это четвертая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот котика Матроскина. Продолжаем наше вязание. Серого цвета пряжу можно отрезать, мы к ней вернемся попозже. Так что отрезаем, завязываем на узелочек, фиксируем ее где-то изнутри и прячем вовнутрь вязания. Итак, следующий ряд у нас по счету 30. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторяем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 31. В этом ряду вяжем 12 прибавок подряд. Вяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 32. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так мы повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 33. В этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5 плюс 1 прибавка. Так мы повторяем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда с 34 по 37 включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда будем также вязать без изменений, но уже серым цветом. Прежде чем перейти к серому цвету, мы в 38 ряду, это в следующем ряду, провяжем 12 столбиков без накида бирюзовым цветом, для того чтобы сделать переход цветов сбоку, а не здесь вот посерединочке. Итак, вяжем 12 столбиков без накида, 3 я уже провязала, 4, 5, 11 и 12 столбик не довязываем до конца. Берем плюшевую пряжу серого цвета и довяжем. На этом этапе бирюзового цвета пряжу можно отрезать, она нам больше не понадобится. И далее уже продолжаем наше вязание серым цветом. До конца этого ряда нам нужно будет провязать еще 30 столбиков без накида. Это 38 ряд. Далее 39, 40 и 41 ряды вяжем без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 42. В этом ряду будем ввязывать ушки. Для начала провяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 5. Далее вяжем 1 убавку. Далее 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее берем одно ушко и прикладываем к голове игрушки. Прикладываем нижней частью, там где мы при обвязке вязали последние 8 столбиков без накида. Вот этот вот кончик, там где мы провязывали 2 столбика без накида,
Вот, чтобы ушко у нас было заостренное. Это будет верх ушка. Итак, подхватываем петлю на ушке, которая вот именно вот здесь вот так вот, как на закруглении идет, крайнюю. Подхватили. Далее подхватываем петлю на голове игрушки и провязываем это все вместе столбиком без накида. Далее подхватываем следующую петельку на ушке. По голове игрушки мы вяжем одну убавку. Подхватываем 2 петелечки за передние стеночки, протягиваем рабочую нить. Далее рабочую нить протягиваем сквозь петлю на ушке и провязываем это все вместе. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 5. Вяжем одну убавку. Далее такую комбинацию повторим еще один раз. Вяжем 5 столбиков без накида плюс 1 убавка. Далее вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Берем второе ушко, прикладываем к голове игрушки нижним краем. На этом ушке мы сначала подхватываем не самую крайнюю петелечку, а которая перед ней. Подхватываем петлю на голове игрушки и провязываем столбик без накида. Теперь подхватываем крайнюю. Поможем себе крючком меньшего размера. И вяжем еще один столбик без накида. По голове игрушки вяжем 1 столбик без накида и 1 убавку. И до конца ряда нам нужно провязать еще одну комбинацию 5 столбиков без накида плюс 1 убавка. Провязали, новый ряд отметили. Итак, в 42 ряду мы вязали один край ушек, и при этом мы сделали 6 убавок. И итоговое количество петель у нас получилось 36. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. Это 43 и 44 ряды. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 45. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 2, 3, 4 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда, 46 и 47, вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. Провязали, вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним голову игрушки наполнителем. Далее фиксируем глазки. Я уже это сделала. Глазки фиксируем между 40 и 41 рядами на расстоянии где-то 5-6 столбиков друг от друга. И у меня впервые при фиксации глазок получилось так, что вот эти вот блестящие прослоечки, они загнулись, причем в одинаковых местах у двух глаз. Вот видите, вот в этих местах нету блестящего синего цвета. Я пыталась выровнять тоненькой иголочкой, немножечко выровняла, достала, а дальше уже не стала продолжать, потому что плюш стал здесь портиться, вокруг глаз стал вылазить, поэтому оставила уже так. Это впервые, так что будьте внимательны. Следите за этой прослоечкой при фиксации, чтобы она не пошла под глазик туда куда-то. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 48. В этом ряду мы сделаем 6 убавок через каждые 3 столбика без накида, и при этом вяжем второй край ушек. Итак, для начала вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 плюс 1 убавка. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее подхватываем ушко за второй край. Подхватываем
крайнюю петлю на ушке на закругление. Вот тут вот. По голове игрушки вяжем убавку. Подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки, протягиваем рабочую нить. Протягиваем рабочую нить и сквозь петлю на ушке. И это все вместе провязываем. Далее подхватываем следующую петлю на ушке, петлю на голове игрушки и провязываем это все вместе. Далее по голове игрушки вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. Вяжем третью убавку, вяжем 3 столбика без накида, 1, 2, 3. Вяжем четвертую убавку, далее 3 столбика без накида, 1, 2, 3. Подхватываем ушко, подхватываем петлю, которая не на краю находится ушко, а рядышком. По голове игрушки мы вяжем убавку, подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки, протягиваем рабочую нить, протягиваем рабочую нить сквозь петлю на ушке тоже и провязываем это все вместе. Теперь подхватываем крайнюю петлю на ушке, петлю на голове игрушки, провязываем это все вместе. И до конца ряда нам нужно будет провязать. Здесь мы провязали 5-ю убавку с ушком вместе, и еще 6-я убавка нам осталась. Итак, вяжем 2 столбика без накида и последняя 6-я убавка. В этом ряду у нас должно получиться 24 петли. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд по счету 49. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 50. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, следующий ряд по счету 51. В этом ряду вяжем 6 убавок подряд. Уже немножко сложно стало вязать. Игрушку еще дозаполнила наполнителем. Итак, вяжем 6 убавок подряд. Итоговое количество петель у нас должно получиться 6. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. Этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочку на нее я оставлю в описании под этим видео. Далее сделаем утяжку мордочки. Берем подходящую иглу, прочную нить и заводим иглу между 33 и 34 рядами посерединочке мордочки. Выводим, ориентируясь по нижнему краю глаза, и на расстоянии от глаза 4 столбика в бок. Подтягиваем, здесь оставляем хвостик. Далее захватываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков, заводим иглу и выводим иглу рядышком с первым хвостиком на расстояние 1-2 столбика. Далее все хорошенечко подтягиваем, помогаем пальцами, только будьте аккуратны, чтобы не порвать никакие петельки, столбики. Хорошенечко все подтягиваем так, чтобы нить подтяжки утонула и ее не было видно. И завязываем это все на узелочки. И со второй стороной делаем точно так же. Только получается у нас в обратном порядке. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Захватили, иглу завели. И также выводим иглу рядом с первым хвостиком на расстоянии 1-2 столбика. Далее сделаем
утяжку над верхним краем глаза. Это мы сделали нижнюю утяжечку, теперь будет верхняя. Также берем подходящую иглу, прочную нить и заводим чуть пониже от вот этих вот первых хвостиков. Иглу выводим над глазиком, захватываем 2 столбика и выводим иглу рядышком с первым хвостиком на расстоянии 1-2 столбика. Также все осторожненько подтягиваем и завязываем на узелочке. Также проделываем и со второй стороной. Котик похож на какого-то монстрика. Итак, прячем все эти хвостики вовнутрь головы игрушки. Далее берем вот такой крючок или что-то подобное ему и с внутренней стороны подталкиваем наполнитель к щечкам, чтобы они были более такие пухленькими. Только делаем это осторожно, чтобы не задеть нити утяжки. И со второй стороной тоже делаем то же самое. Далее пришьем белую мордочку голове игрушки. Для начала фиксируем носик. Если так же, как и я, используете готовый носик, фиксируем его между вторым и третьим рядами, если считать от края вязания. Вот он, конечный хвостик. Вот в этом вот месте, рядышком с конечным хвостиком, фиксируем носик. Далее берем прочную нить, швейную иглу. Нить я уже зафиксировала на задней стеночке, петелечки вот здесь вот сбоку. И пришиваем овальчиком к голове игрушки, подхватывая один столбик, то есть петлю на мордочке и столбик на голове игрушки. Итак, большая часть мордочки пришита. Здесь оставляем небольшое отверстие, через которое наполним мордочку наполнителем. Наполняем средней плотности. Мордочка полностью пришита, наполнена наполнителем. Далее вышьем полосочку вот здесь вот черненькую посерединочке. Берем швейную иглу с большим ушком, не плюшевую черную пряжу и заводим ровно посерединочке под носиком. И выводим иглу за пределами мордочки. Сейчас я вам покажу, где именно как. Вот видите, здесь вот край мордочки, и вот так вот выводим иглу. И теперь все это слегка подтягиваем. И обратите внимание, нить у меня сложная вдвое, чтобы полосочка была лучше видна. Вот так вот все это мы подтягиваем. Здесь вот внизу завязываем на узелочке. Завязали на узелочки и не спешим отрезать вот эти хвостики, а этими же хвостиками мы сделаем усики. Эта идея пришла мне только что, до этого я отрезала, потом брала отдельный кусочек пряжи для усиков и формировала усики. Протягиваем этот хвостик на расстояние 1 столбик от носика, находим заднюю стеночку петли, одну часть хвостика протягиваем. Завязываем на узелочке. Пару узелочков достаточно. Далее то же самое делаем со вторым хвостиком. Усики зафиксированы. Теперь лишнее отрезаем. Оставляем усики длиной 2 сантиметра, где-то так. И теперь расслаиваем эти усики. Далее вышьем реснички. Заводим вот здесь вот где-то сбоку иглу, выведем на расстояние 2 столбика от глаза, заведем вот в этом месте, выведем в том же месте у второго глаза и также на расстояние 2 столбика от глаза заведем иглу и выведем сбоку. Все слегка подтягиваем, поправляем
Нить отрезаем. Хвостики эти расслаиваем. Находим заднюю стеночку любой подходящей петли. На ней фиксируем узелочками эти хвостики и прячем вовнутрь головы. Как я прячу те или иные хвостики, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочка на нее в описании под этим видео. Вышиваем брови, я уже это сделала. Брови располагаются в третьем ряду, если считать от глаза наверх. 1, 2, третий ряд. И на расстоянии друг от друга 4 столбика. Далее вышиваем челочку бледно-бирюзового цвета вот таким вот образом. Ну вот, сам котик у нас полностью готов. Осталось его приодеть. И обратите внимание, я еще попыталась немножечко подвытащить эту блестящую прослоечку, которая у меня загнулась при фиксации глазок. Правда, не совсем это аккуратненько получилось, но уже намного лучше. И по поводу ушек хотела сказать, по поводу тех петель, которые у нас остались не задействованы в вязании, эти отверстия можно зашить швейной иглой, швейной нитью, либо же оставить так. В этих игрушках я не зашивала, так как хорошее натяжение ушек, и я думаю, можно оставить и так. И еще этот котик на мордочку, он, мне кажется, выглядит постарше, чем первый котик. Этот прям такой малыш-малыш, а этот уже выглядит постарше. Почему? Потому что на этом котике усики зафиксированы на уровне нижнего края носика. А у этого котика они зафиксированы повыше, и поэтому малыш такой кажется малышом. Итак, осталось приодеть кота Матроскина, и это сделаем мы уже в заключительной части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить пятую, заключительную часть видео мастер-класса «Кот Матроскин». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!